Всем привет! Очередная камера видеонаблюдения на сегодняшнем видеообзоре. Эту камеру для видеообзора прислал мне магазин SmartHat, интернет-магазин в Украине, на котором есть уже камеры видеонаблюдения, элементы умного дома. Все, что практически вы видите на просторах AliExpress, уже есть в интернет-магазине SmartHat в Украине. Заходите по ссылке и заказывайте, кому удобно. Модель камеры ST426 5 мегапикселей TU. 5 мегапикселей, Wi-Fi камера. Питание 12 вольт. Можно понять, что камера с приложением Tuya. Именно то приложение, универсальное приложение «Умный дом», к которому вы можете не только подключать камеры видеонаблюдения различные. Кстати, на просторах AliExpress есть и в продаже видеорегистраторы с поддержкой Tuya. То есть вы можете построить на базе приложения Tuya большую систему видеонаблюдения у себя дома или же где-то на производстве. Но также датчики различные, сигнализации, датчики затопления, датчики дыма, умные реле, умные розетки, умные лампы. Все, что возможно, все можно купить и подключить к приложению Tuya именно с поддержкой Tuya Smart. По стандарту блок питания 12 вольт, 2 ампера заявлено. Стеновое крепление, небольшой вариант, бюджетный. Ну и сама камера. Чем интересен этот вариант? Тем, что он производится в вот таком вот небольшом корпусе. Боковые LED светодиоды, прожекторы также имеются, по идее, и на центральном модуле. Наряду с ИК светодиодами ночной подсветки также должны быть и LED светодиоды. 5-мегапиксельный вариант, как заявлено. Вот такой вот вариант камеры. Камера Wi-Fi. Также камера может работать и по кабелю. По кабелю работа более стабильная, поэтому рассчитывайте, кому нужна стабильная работа и камера будет у вас на постоянной основе там подключена. Проложите кабель, интернет-кабель. Кстати, камеру эту также можно подключить по одному кабелю. По витой паре будет идти и питание, и данные на роутер. На отводах кабеля по стандарту разъем питания для подключения блока питания. И кнопка сброса к заводским установкам под заглушкой герметичной. Это все поместите в распредкоробку, которая будет установлена под камерой или рядом с камерой. Удобный кронштейн крепления, который откручивается, набрасывается на него камера и зажимается. Сам кронштейн прикручивается на стену и остается там, в том месте. Если вам надо снять камеру, отпустили винты, камера снялась. Съемная антенна, наклейка, динамик, микрофон в отверстии встроенный, слот под карту памяти под резиновой заглушкой, также дублирующая кнопка, скорее всего, заглушка съемная, просто поводок куда-то делся, поводок должен быть, и кнопка сброса также дублируется, и слот под карту памяти. Поддерживает камера карты памяти до 128 гигабайт, но также имеется и облако. Облако не бесплатное, 30 дней пробный период бесплатный, потом символическая плата взимается в зависимости от того, какой тариф вы закажете, сколько дней хранения и какое видео, или по тревоге, или постоянное. Постоянное видео занимает больше места на облаке, соответственно стоимость будет подороже, но все это уже доступно, пару долларов в месяц. Инструкция вполне понятная. И что вам нужно? Основное — это скачать приложение, у кого его нету. Установить камеру, вот показано как. По элементам камеры также есть. Подключить камеру, покажу я вам как. Все остальное — русифицированное приложение. И вам несложно будет разобраться методом тыка. Для более корректной работы камеры и карта памяти устанавливается и извлекается при отключенном питании камеры. Контактами устанавливаем к модулю, к плате до защелкивания и закрываем это все герметичной пробкой. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. В комплекте также по стандарту
Герметичная муфта на RJ45. Показывал я вам на своем видео, как это собирается. Ничего сложного, кому нужно, дам ссылку на видео. И элементы крепления качественные, которые можно уже использовать. Камера легкая, прикрепить именно кронштейн к стене. Стандартное подключение и желательно первое подключение, добавление камеры в домашнюю сеть, спаривание ее с вашим роутером, Wi-Fi роутером, желательно производить на столе дома, ну или же в непосредственной близости к роутеру. Потом камеру можно будет уносить на место ее крепления, ну и там должен быть сигнал Wi-Fi выше среднего. Напрямую зависит качество от сигнала Wi-Fi и от качества интернета, если вы будете заходить на камеру удаленно. В домашней сети камера может работать и без интернета. Это я вам показывал на одном из видео. Тестовый режим. Мужской голос по стандарту звучит из камер Tuya. Сопровождение голосовое. Ждем, так и есть. Поворотное устройство. Калибруется. Камеру желательно придержать, чтобы она не свернула себе шею. Все, в общем-то, понятно. Покажите QR-код. Готово. Запускаем приложение, которое уже скачали. Tuya Smart. Список устройств. Если вы зарегистрировались. Регистрация простая. Пройдите, будет ваш аккаунт, ваш дом, список устройств. У меня датчики дыма в работе. Дверь меняли, снял Gearcon. Также может Gearcon отдельное устройство Wi-Fi, которое самостоятельно работает. Посредством Wi-Fi передает вам информацию на смартфон удаленно. Открыта дверь, закрыта дверь. Можете зайти, если оно в сети, посмотреть, в каком состоянии дверь, закрыта или открыта. Это очень классно. Также датчики дыма, также Wi-Fi устройства отдельные. Для них не нужна централь, они сами по Wi-Fi работают и присылают вам уведомления каждый. Ну и также различные устройства, которые я вам показывал. Плюс добавить устройство. Ищем безопасности датчики, наверное. Точно уже не помню. Сигнализации нет, скорее всего. Ну да, есть раздел камера и замок. Там именно находим камеры видеонаблюдения, умные звонки и различные устройства. Замки ZigBee, Wi-Fi, смарт-камера Wi-Fi. Первый раздел. Подтверждение, что индикатор мигает, или же слышали голосовое сопровождение. Далее роутер. Выберите список, если у вас несколько роутеров, и пароль доступа Wi-Fi к роутеру. 2,4 ГГц, 5 ГГц камера не поддерживает, учтите это. Далее и показываем камере по стандарту QR-код на расстоянии 15-20 сантиметров от камеры. Очень быстрое считывание, и у нас показан дальше процесс. Услышал звуковой сигнал, да. И сразу нужно было нажать, и там видно процесс добавления. Камера уже добавилась, пока я немного подтупливал. Можно тут же изменить имя камеры. Завершено. Камера добавляется и картинка с камеры. Все очень понятно. Нравится приложение Tuya. Многим оно нравится своей стабильной работой, своим качеством, скоростью подключения. Все остальные моменты. Вот так вот можно просматривать. И очень таки четкая, классная картинка. Именно тот, наверное, идеальный вариант камеры. 5 мегапикселей. Матрица. Универсальный вариант. Вот так можно таким цифровым зумированием пользоваться. И, кстати, качество не сильно и теряется. Оптического зумирования нету, чисто цифра. Немного с задержкой. Я так понимаю, и можно и так еще плюс. Хорошая картинка с камеры. Хороший звук. Не супер, но звук нормальный для камеры видеонаблюдения. И сразу один из минусов. Это то, что камера не имеет OnVIF протокола. На нескольких регистраторах пробовал XMI-евских. Не могу я ее найти в домашней сети. Ни по какими протоколами. Поначалу производители вот камер с прошивкой Tuya Smart
Зашивали OnVIF протокол, и несколько я даже вам в начале, как эти камеры только пошли, показывал видео, как она работает с видеорегистратором XMI. Тогда мне очень многое понравилось. Понравилось то, что камера и писала по определению, то есть по движению, не постоянную запись только было возможно писать, а и по тревоге на видеорегистратор. Сейчас, когда уже начали они выпускать свои видеорегистраторы, OnVIF протокол, они в эти камеры с новыми прошивками, по идее, скорее всего, там нету OnVIF протокола. То есть, если ты хочешь строить видеонаблюдение на базе этих камер, то покупай видеорегистратор с поддержкой TUYA. Это не удивительно, но, не знаю, продажи от этого, скорее всего, у них не увеличатся, ни камер, ни видеорегистраторов. Поэтому OnVIF протокол, отсутствие OnVIF протокола, как по мне, это большой минус. Очень классно, что камера имеет поддержку силуэта человека, определение силуэта человека, чисто по человеку может присылать вам и уведомления, и включать запись на карту памяти, но и слежение чисто по человеку. Второй минус: следит только в горизонтальной плоскости. Новой прошивки в этой камере не предусмотрено, нету информации об устройстве, можно зайти и посмотреть там и IP-адрес, и все моменты, и прошивку. Прошивка — это последняя версия пишет. Основные настройки вот здесь, их немного, но в общем-то больше и не нужно. Поддержка Google Home, Amazon Echo, мгновенные сценарии, если у вас есть устройства, которые будут работать в умном доме TUYA с камерами, переключение режима конфиденциальности, основной набор функций, двухстороннее аудио, там вот эти вот различные моменты, калибровка камеры, поворот на 180, отображение водяным знаком убрать, наложение на картинку камеры, дату времени, ночные режимы. 3 ночных режима по движению: включать LED светодиоды с прожекторами, не включать, чисто в инфракрасном режиме, невидимом, без задействования LED светодиодов. Или же задействовать LED светодиоды постоянно, пока ночь, и в цветном режиме работать. Или все в автомате. Настройка оповещений при обнаружении. Основное, что по тревоге можете поставить оповещение. Включить-выключить на телефон, приходят оповещения. Чувствительность обнаружения человека. Обнаружение человека можно, кстати, выключить. И по идее камера будет следить за всем подряд. За движущимися автомобилями и также присылать вам уведомления. И также отслеживание движения можно включать, можно выключать. Приходят уведомления по движению всему. Вот именно тот момент, когда я выключил обнаружение человека, и камера начала присылать по автомобилям, по шевелению листвы, по всем моментам. И также эти все тревоги можно ставить вам по графику. Таймер заводите свой, добавлять несколько таймеров работы день по расписанию. Настройки хранилища, карта памяти определилась, на 32 поставил, и отформатировать можно тут же в камере, что желательно и сделать. Настройки записи. Переключить запись, зайдите, включите, потому что по умолчанию выключена запись на карту памяти. Режим записи: события или непрерывная запись, события по тревоге. Человек прошел, смотря что вы поставили. Человек прошел, будет писать этот отрывок. Дальше ничего не будет писаться, пока человек не покажется. И график. Также по графику можно вести запись на карту памяти. Облако. Понятно. Зайдите, ознакомьтесь. Кажется, минимальная там стоимость. Минимальная подписка. Жмете, и вам выдает тарифы. Базис. План на месяц. $6 при условии хранения 14 дней. И дальше пошло. Максималка 30 дней хранения, месяц, $95. Можете почитать про облако, что там написано, какие услуги они предоставляют. Обратная связь, общий доступ к устройствам, добавить на главный экран, обновление устройства, нет доступных обновлений. Версия, можете посмотреть какая. Напишите, кстати, в комментариях, может у кого... что, то есть OnVIF протокол уже в каких-то новых прошивках на TUYA есть, но вот
В этой нету. И автообновление, если поставите галочку, камера будет автоматически обновляться при появлении обновления. Но учтите, что при обновлении должно быть стабильное питание. Поэтому или хотите под присмотром, если обновлять, то галочку эту ставить не надо. Перезапустить устройство, удалить. Устройство из аккаунта, если камеру хотите кому-то презентовать, подарить. Открытие, заход на приложение, проблем нету. Все работает отлично. Также значок на весь экран, сделать фото, сказать в камеру. Кстати, можете говорить и слушать одновременно. Активирую. Раз, два, три, четыре. Человек слышит из динамика, что я говорю, и тут же мне может отвечать. Включить запись в папку смартфона. Пошла запись по времени. Сохранится ролик в папке смартфона, потом зайдете, тут же можно им поделиться. Это отлично работает, когда вы удаленно где-то находитесь и решили сделать запись. Зашли, смотрите, нужный автомобиль проезжает, включили, записали ролик, сохранили, и тут же раз, альбом, заходите, сохраненные ролики, взяли видео и тут же передали кому-то по соцсетям или как захотели. Очень удобно это делать. И значки быстрые. Менюшка. Зайти на карту памяти, галерея, то, что только что мы там были. Тема темная или светлая, кому нужно приват мод. Резко камеру потушить, если нужно, можно активировать сразу. Night мод, ночные настройки, то есть режимы, 3 ночных режима, о чем я вам говорил. Управление LED светодиодами и K светодиодами. Слежение и уведомления по тревоге. Включить тревогу, выключить. Light. Кстати, можем тут же включить даже днем белые LED светодиоды. Сейчас они светят, понятно, не видно. То есть принудительно можно включать белые LED светодиоды и прожекторы боковые на камере. Зашли, нужно что-то подсветить. Включили, они светят, вы поворачиваете камерой. Камера поворотная и свет перенаправляется. Изменить. Ну, тут изменить картин, то есть значки. Переставить местами, добавить, может, какие-то другие. Месседж. Сообщение тревожное. Вот по человеку. Я выходил, экспериментировал, что там, думал, как она следит. Сразу появление, буквально секунда, и сразу же фиксация и снимок. Также шагающий человек. Больше пока нету. Автомобили ездят, людей нету. Не фиксирует. Ложные могут быть моменты, конечно, не без этого. Это как раз тот момент, когда я выключил, вот видите здесь движение человека, human body, и движение все. Выключил, автомобиль подъехал, и фиксация также произошла. All. Также можем мы взять и применить фильтр. Что вам нужно? Человек, someone passed by motion detection. То есть или по человеку, или все движения можно выбрать. Сортировка. Вот. По человеку просматриваете. Моментов много. Приложение очень удобное. Туя, кстати, камера, я думаю, будет вот полезна тем и интересно, кто присел на Туя. Кто привязался к Туя смарт приложению, кто уже накупил кучу лампочек умных, там всех этих моментов, то понятно, что эти камеры будут в первую очередь интересны этим людям. Но и тем, кто хочет начать как-то вот с чего-то. Хочется камеру видеонаблюдения, поворотную, вот такую, но человек как бы побаивается, разберусь я или нет. С этой камерой, ну, ты разберешься вообще без всяких вопросов, даже будет тебе интересно. Видишь, оно несложно, разбираться классно. Direction. Джойстик вызываем. И что понравилось, здесь также зумирование идет, вот это вот цифровое. При цифровом зумировании картинки, если включена запись на карту памяти, сохраняется цифровой зум также. Картинка сохраняется с зумом. Не во всех камерах это происходит. Цифровой зум чисто для просмотра. В этой камере зум цифровой.
небольшой. Вот. Выведено так, сделано, чтобы была минимальная потеря качества картинки. Это уже пишется на карту памяти. Такая вот приближенная картинка, зумированная. Но ты можешь также еще сделать такое вот зумирование. Чисто растягивание по экрану, если нужно что-то рассмотреть. Но уже подробностей особых нету, понятно. Чем больше, тем больше потеря качества. И также зумирование на минус. Свои плюсы есть, свои моменты интересные есть в камере. Кстати, угол широкий, 3,6 мм заявлено, но угол широкий. Управление удобное. Удобное управление джойстиком, нету каких-то рывков. То есть ты можешь поймать тот момент, где камере нужно остановиться. Также вверх-вниз. С большой высоты камеру применять, ну, наверное, выше 5-го этажа нет смысла, потому что нету оптики, нету оптического зумирования. Но так что-то приблизить цифровым зумом и задержать, оставить эту картинку приближенной с высокого расстояния. Например, машину нужно вот взять тебе, и чтобы было более четко, кто там рядом с ней ходит, то так вот будет писать она на карту памяти, приблизишь, поставил и пишет. То есть цифровой зум здесь не для галочки, а реально, ну, рабочий и который помогает. Приводы камеры уже тихие стоят, вот даже включенный, слышите, микрофон, включенный активированный звук с камеры. Но вообще не слышно привода. Если прислушиваться, где-то там что-то чуть-чуть гул есть. И это если специально прислушиваться. На большом расстоянии понятно, что она людей не определяет. Вон человек там в кустах, ну не видно его. И мне не видно, да и камера его не видит. Так перед камерой, если человек будет двигаться, то она и определит его, пришлет вам уведомление. Если включено слежение, будет следить за ним. После перезагрузки или выключения и последующем появления питания, электричество, камера возвращается в то положение, откуда пропало питание. При загрузке она проходит опять тестовый режим калибровки и возвращается в то место, откуда пропало питание. Вот я только что сделал перезагрузку камеры, вопросов с этим вообще никаких нету. Удобно в таком ракурсе вести видеонаблюдение. Значки также можно удалить, можно вызвать. Все значки для работы, основные значки тут. HD, SD качество. Картинка, я вам сразу скажу, что ну, среднего качества, 5 мегапикселей. Возможно, есть номера. Да, номера даже различимы. Вот если вот таким вот просто цифровым зумированием приближаешь картинку, протягиваешь. Ну, засвечено солнцем, но различимы цифры, и это очень классно. Это говорит о том, что ну, картинка качественная и разрешение хорошее. Если бы было 2 мегапикселя, то уже при таком цифровом зумировании потеря качества большая, уже там не рассмотришь ничего. Поэтому чем больше разрешение, тем при даже цифровом зумировании потеря качества вот будет наименьшая. По просмотру записей с карты памяти, плейбэк, заходим, первая иконка, открываются автоматические ролики вот, тревожные, что вы задавали по тревоге, вот они есть здесь. Вот следила за мной камера, и видите вы, что следит в одной плоскости, в горизонтальной, в вертикальной не хочет она. Захожу я под камеру, она не опускает голову, чисто в горизонтальной плоскости. В таком режиме просмотра есть значок расширения экрана. Вот такая картинка получается у тебя. И просто, если нужно вдруг быстро что-то приблизить, есть такая возможность. Значок вот в углу. Ну и первое преимущество, это ж IP-камера. Плюс это поворотная камера, ты на нее можешь заходить из любой точки мира через интернет. Ты ее установил вот дома в приложение, поставил свой аккаунт, выключаешь домашнюю сеть, включаешь мобильный интернет, несешь телефон, уезжаешь, улетаешь с ним. Есть у тебя доступ смартфона к интернету,
Открываешь приложение, камера также подключена к интернету и вещает в интернет у тебя дома через роутер. Ты на нее заходишь и вот так, как я, все видишь. Только из любой точки мира. Главное, чтобы был интернет. Через интернет это все дело работает. И также можешь на карту памяти зайти и все остальные моменты. Хорошая ночная картинка с камеры. Ну, то есть тот бюджетный 5-мегапиксельный вариант камеры. 5 мегапикселей стоит брать на данный момент, 2 мегапикселя, 3 меньше, то есть не стоит брать. Поэтому вот оптимальная камера, ценовой диапазон и возможности. Понятно, что это не Sony матрица. Sony матрица и камера будет дороже на порядок. Ну и как бы качество будет, конечно, получше. Но я вам скажу, вот смотрите, движущиеся предметы не плывут. И по определению силуэта человека, сейчас вы видите как раз момент, когда камера переходит в цвет и задействует белые LED-светодиоды с прожекторами. И посмотрите, по картинке видно зону освещения. То есть мощнейший вариант. Тот вариант, когда кому это нужно. Вот вам нужно, чтобы камера таким вот способом работала по человеку. Включала LED-светодиоды и прожекторы. Подходит кто-то к калитке, подходит кто-то к вашему дому. Камера работает вот так, как отпугивающий вариант. Такой вот LED-прожектор по определению силуэта человека. Выключите силуэт человека, камера будет работать на все движение и включать прожекторы также на любое движение. Автомобиль подъезжает к воротам, к гаражу, всякие вот моменты можете ставить, выбирать. Сейчас вот по автомобилям она не работает, потому что стоит по людям. Слежение ночью смысла нету включать, потому что камера, много ложных срабатываний, много ложных определений будет силуэта человека. Дневное слежение, скажу я вам, в этой камере не такая чувствительность большая к силуэту человека, непонятно почему. Поэтому и слежение на большое расстояние не работает. Тут рядом с камерой так она может проследить, и то быстро отпускает человека. Все остальное, возможности приложения, повороты камеры, вот этот вот зум цифровой и с записью именно отзумированной картинки на карту памяти, тоже это отличный вариант. Ну и в облако, если вы облако активируете. Так, никаких вопросов нету. Что еще вот интересно... И то, что я вам говорил, можно включать light, прожекторы и LED-светодиоды на камере. Включать принудительно. Вот. Включил, и они включены, или же по тайминг. Тайминг, обратный отсчет, скорее всего, или же по графику. Нужно смотреть. Включил, они включены, взял и... поворачиваешь камерой, соответственно, и прожекторы перенаправляешь. При этом камера и переходит в цвет, в цветное изображение. Видите, вот сейчас цветное изображение. И включает белые свои прожекторы. Очень мощные. Очень мощные. Вот именно кому нужна камера с дополнительным LED-освещением. Не хотите вы дополнительно ставить прожектор там с датчиком движения. Эта камера подойдет вам наилучшим образом. Небольшая и плюс мощные LED прожекторы. Вот видно, в цвете она сейчас работает. Светит на улицу своими прожекторами LED. Очень классно в темноте. Особенно частный дом. Понятно, что с большой высоты это неэффективно будет работать. А вот уровень второго этажа, наверное, третьего максимум. Можно эту камеру использовать с освещением. По ночной картинке вообще никаких вопросов нету. Хорошая детализированная ночная картинка. Понятно, что в пределах где-то 20 метров ночной режим. Дальше уже где-то что-то... без дополнительного освещения разобрать будет тяжело. Около 20, наверное, 25 метров. По зуму ночью, ну, наверное, также тяжелые условия. Но, кстати, также, нормально. Зумированная картинка. Четкость особо не теряет. Вот, смотрите.
Опять же, кому непонятно, эти 3 ночных режима можно переключать. В данном случае у меня стоит автомат. Автоматически определила движение, включила LED светодиоды. Можно инфраред мод поставить. Камера не будет переходить в цвет ни при каких условиях и не будет включать LED прожекторы. Или же в цвете постоянно с включенными прожекторами. Всю ночь до утра. Солнце вышло, камера выключила автоматически прожекторы, ну и осталась в цвете. Кому нужно, можно и такой вариант использовать. Ну, даже ночью, примерно же и на том расстоянии определяет она силуэт человека, присылает уведомление, видите, и стоит автоматический ночной режим, переходит в цвет с задействованием прожекторов LED освещает. На сегодня все. Неплохая камера. Кому камера нужна? Ну вот как первый вариант, хотите попробовать. Камера не тяжелая, камера стабильная. Имеется в виду не тяжелая в подключении. Разберетесь 100%. Приложение Tuya. Приложение многофункциональное, умный дом. Может, конкретно вы не хотите видеонаблюдения, а там пару камер, еще какие-то датчики, то Tuya вполне таки подойдет. Уведомление присылает вовремя, нормально все работает. Если даже в комплекте хотите видеонаблюдение, ну, планируете, если вам Tuya приложение нравится, можно заказать и видеорегистратор. Соответственно, камеры под приложение Tuya с видеорегистратором Tuya будут работать в полной совместимости. Хочу я тоже видеорегистратор Tuya попробовать заказать для видеообзора, посмотреть, как он будет работать. Интересен мне он тоже. На сегодня все. Подписывайтесь на канал. Много камер впереди и в дороге из Китая, и есть в наличии для видеообзоров. Также подпишитесь на канал в Телеграме и Телеграм-чат. Почта для консультаций. Подберу вам оборудование на Алиэкспрессе и дам ссылки. Всем удачи, до следующих видео.